Добрый день, мои дорогие друзья! Вы на канале Астрология доступна каждому. Меня зовут Оксана Семенович, я автор и ведущая этого канала, я ведический астролог. И в этом видео мы с вами будем уже обозревать февраль 2026 года для Овнов. И февраль будет таким очень важным месяцем, очень значимым месяцем, поэтому обязательно досмотрите это видео до конца, чтобы понять, что будет происходить, в какую сторону будете двигаться, в какую сторону можно подгребать, чтобы у вас лучше получалось. И я хотела бы напомнить о том, что я ведический астролог, и все прогнозы здесь публикую по ведической астрологии, а не по месяцу рождения. И для того, чтобы этот прогноз у вас работал, я вам рекомендую смотреть его по восходящему знаку, либо асценденту в ведической астрологии, либо по знаку зодиака Луны. Как узнать свой восходящий знак, я рассказывала в видеоинструкции, ссылка на которую у вас сейчас появится в правом верхнем углу. И ссылка на эту видеоинструкцию будет также в описании, в комментариях к этому видео. В описании, в комментариях к этому видео можно записаться ко мне на обучение по астрологии, либо на составление личного гороскопа, тоже и будет ссылка. И постройте, пожалуйста, свой гороскоп, если вы не знаете точно время своего рождения, все равно постройте свой гороскоп на то время, которое вы знаете, и посмотрите тогда знак зодиака Луны, потому что прогнозы и по восходящему знаку, и по лунному знаку очень хорошо работают. То есть, если вы восходящий Овен по ведической астрологии, либо у вас Луна в Овне по ведической астрологии, тогда это видео для вас. Ну, в крайнем случае, я рекомендую смотреть по датам, которые пересчитаны тоже под каждым видео, потому что это даты, когда Солнце было по ведической астрологии в тех или иных знаках. Для солнечных знаков, в принципе, тоже более-менее прогнозы работают. Ну и давайте обсуждать февраль, потому что я смотрю на февральские транзиты, и это очень интересно. У нас 3 месяца подряд такая большая компания собирается: Марс, Венера, Солнце и Меркурий, и они шагают из дома в дом, создавая в каком-то доме гороскопа возможности, препятствия, турбулентность, большую событийность и все в таком роде. Первое февральское событие будет полнолуние в вашем четвертом доме гороскопа, простите, полнолуние в четвертом доме гороскопа. Четвертый дом — дом внутреннего ощущения счастья, дом места нашего жительства, транспорта, дом мамы, дом недвижимости. И полнолуние в четвертом доме гороскопа может давать какое-то разрешение вопросов, связанных с местом жительства. Это может быть что-то и мелкое, это может быть что-то крупное, не только с местом жительства, а с транспортом, в решении каких-то вопросов у мамы. Но также, если в вашем гороскопе идут соответствующие периоды, то это может быть продажа квартиры, переезд, продажа машины и ремонт в том числе, либо завершение ремонта. Ну а с 3 февраля начинается постепенно смещение этого фокуса. Напомню, что на начало февраля у вас большое скопление планет в 10-м доме гороскопа, в доме карьеры, статуса, репутации, в доме общественной нашей деятельности и в целом всех статусов, которые мы получаем. И возможно, у вас было много вопросов, связанных с тем, чтобы получать какие-то официальные разрешения, официальные документы, либо, может быть, у кого-то даже менять работу, искать работу. И сейчас фокус смещается на 11-й дом гороскопа, что на самом деле очень даже классно, потому что 11-й дом гороскопа — это дом наград, дом достижений, дом сообществ, дом дополнительной прибыли, дом исполнения желаний, подарков. И, в общем-то, это такой хороший, благоприятный дом гороскопа, но от него тоже, естественно, можно устать, когда будут длительные транзиты по 11 дому гороскопа. Но в целом давайте поговорим, что здесь у нас будет происходить. 3 февраля в ваш 11 дом гороскопа зайдет Меркурий, он будет в 11 доме до 10 апреля очень долго, то есть февраль весь, март весь и почти половину апреля. Почему? Потому что с 26 февраля по 20 марта Меркурий еще будет и ретроградным в вашем 11 доме гороскопа. То есть какие-то вещи, которые обещает Меркурий по 11 дому гороскопа, они могут проходить с пробуксовкой, с тормозами, с необходимостью переделывать что-то. О чем говорит Меркурий? Меркурий, конечно, очень хорошую такую мощную поддержку создает на то, чтобы открывать бизнес, переоформлять бизнес, перерегистрировать. Если у вас есть цель на открытие бизнеса, то это может быть осуществлено февраль, март, апрель. Но
Опять же, это может быть с какими-то препятствиями, с какими-то проволочками, которые придется устранять. Вот особенно с 26 февраля, когда Меркурий станет ретроградным, могут быть какие-то проволочки, смены названий, переоформление счетов, карт, переоформление каких-то наименований, переподписание каких-то документов. То есть в этих сферах могут какие-то создастся препятствия или какие-то перемены планов, перемены договоренности. Вообще вот эта комбинация Меркурия в вашем 11 доме гороскопа, это комбинация на то, что вы будете очень сильно направлены на достижение своих целей, на достижение своих планов, какой-то мечты, исполнения или чего-то в этом роде. Но, конечно, очень сильно это будет зависеть в этом периоде от вас, от ваших собственных усилий. То есть в этом периоде, если у вас будет какая-то цель конкретная, четкая, ясная цель, либо какой-то план, вы будете понимать, что если вы вот такое-то количество усилий приложите, либо если вы то-то, то-то сделаете, то вполне вероятно, что эта цель будет достигнута. То есть это будет какая-то осязаемая возможность, за которую вы можете ухватиться. Помимо этого, транзит Меркурия по 11 дому гороскопа – это период, когда будет планирование и прогнозирование в работе. Это может быть планирование и прогнозирование выплат по кредитам. И поскольку Меркурий еще будет ретроградным, то, может быть, эти планы меняются, либо могут меняться какие-то процентные ставки. Может быть, вы будете какое-то рефинансирование по кредитам делать. Точно так же это планирование и прогнозирование в лечении, прогнозов на лечение, если для вас это актуально. В принципе, 11 дом гороскопа – это еще дом различных сообществ, поэтому вы можете много общаться в социальных сетях, входить в какие-то сообщества, выяснять информацию о том, как открывать счета, как открывать бизнес, как переоформлять счета, как получить какую-то номинацию, поучаствовать где-то. То есть вас будут интересовать такие вещи более даже не приземленного характера, я бы сказала, а наоборот, более возвышенного характера. То есть это период мечтаний, период составления каких-то планов, период какой-то намечания целей, я бы вот так вот сказала. То есть когда вы будете намечать какие-то цели, и Меркурий это только начало, Меркурий будет долго в 11 доме гороскопа. То есть много общения с друзьями, естественно, будет в этот период. И много будет у вас таких постановочных целей, когда вы будете обсуждать, вы будете размышлять, вы будете думать о будущем много в этом промежутке времени. С 5 февраля по 1 марта в вашем 11 доме гороскопа будет Венера. Вторая, вот она переместится в этот 11 дом гороскопа. Венера очень классную комбинацию формирует, очень хорошая комбинация именно финансовая, во-первых, по этой Венере в 11 доме гороскопа. То есть будет такое указание, что вы можете пополнять ваши счета, накопления, то есть это может быть повышение заработной платы, либо какая-то премия, либо просто вы решили пополнить свои накопления. Потом можете с помощью какой-то команды, с помощью своих партнеров, опять же, получить какую-то награду, получить какой-то подарок, получить какую-то номинацию. То есть, если у вас есть команда, то команда может участвовать в каком-то конкурсе, в этом конкурсе победить. Какой-то приз зрительских симпатий. Может быть, не совсем победа, но типа приза зрительских симпатий, что-то в этом роде. Венера дает возможность наслаждаться общением с друзьями. Венера дает возможность вращаться даже и знакомиться с каким-то с какой-то богемой, но это могут быть блогеры, селебрити, какие-то звезды, то есть в такую тусовку можете тоже попасть, либо какие-то женские круги, женские коллективы, все в таком роде. 13 февраля по 14 марта в 11 дом гороскопа заходит Солнце, и тут тоже очень крутая комбинация. Солнце тоже указывает на успехи, но успехи детей, успехи в учебе, успехи какой-то от какого-то продукта вашего, от какого-то вашего проекта, допустим, запустили, открыли магазин, торжественное открытие, торжественный запуск, выпуск книги, которую вы написали. В общем, очень классно тоже какие-то подарки, которые вы можете получить от детей, от своих учеников. Если вы особенно учитель, то дети, ученики могут вам дарить какие-то подарки. А потом в целом ваши дети, да, то есть те, которые у вас есть, не обязательно, даже если вы не учитель, тоже могут дарить подарки, либо вы получаете какие-то бонусы.
от того, что у вас есть дети. Кстати, у кого-то из овнов, вот у кого взрослые дети, это может быть период, когда дети женятся, когда дети выходят замуж, то есть у детей могут быть какие-то активные любовные истории, и вы в этих любовных историях участвуете, то есть помогаете, может быть, помогаете организовывать торжество. Солнце может указывать на то, что проясняются какие-то вопросы, связанные с сообществами, с мероприятиями, со счетами тоже, но и с детьми в том числе, или с учебой. Ну и где-то, может быть, вы тоже можете засветиться в этот период в каком-то сообществе. Может быть, кстати, еще доход какой-то от инвестиций. То есть, если вы занимаетесь инвестициями, то в этот период, ну, либо выплата, либо как-то вы хорошо можете заработать на этом. Но это не моя рекомендация. Помним, что всегда все индивидуально. Еще очень сильно зависит от личного гороскопа. Просто вот такие вот хорошие транзиты, я бы сказала, для вас в феврале. Прямо, ну, жизнеутверждающие, которые дают оптимистичный настрой и возможность отдохнуть, возможность как-то воспрять духом, где-то поучаствовать. Какие-то интересные могут быть события в вашей жизни, которые вас могут захватывать и немножко разнообразить обычное течение жизни. И 17 февраля еще будет солнечное затмение, между прочим, в вашем 11 доме гороскопа. Солнечное затмение в 11 доме гороскопа, вот оно напрямую указывает, что в этот период могут происходить такие события, как, допустим, победа в каком-то конкурсе, или получение какого-то подарка, получение какой-то награды, премии, повышение зарплаты, выплата какая-то крупная, грант, может быть, то есть если вы студент, вы подаетесь, или вы, если вы врач, какое-то финансирование подаетесь. То есть такие истории, когда вы получаете какое-то финансирование, номинацию, что-то в этом роде, создание бизнеса, вхождение в какое-то сообщество, вхождение даже в какой-то наблюдательный совет, состав учредителей, акционеров и все в таком роде. Ну, либо просто, если уж совсем что-то простое, то это может быть, хотя затмение обычно это что-то более значимое, но это может быть еще что-то связанное с, допустим, переоформлением счетов, карт и так далее. Но про затмение всегда буду снимать отдельное видео, потому что затмение вообще сильный энергетический период, но очень сильно результаты затмений зависят от того, насколько затмение задевает точки в вашем личном гороскопе и какие точки, потому что, с одной стороны, затмение в каком-то конкретном доме, но если задеваются планеты, управляющие другими домами, либо планеты, которые сигнифицируют какие-то другие вещи, то точно так же результаты затмения вы можете чувствовать. Но об этом поговорим в отдельном видео. Последнее событие февральское, 23 февраля, в этот же 11 дом гороскопа до 2 апреля, тоже получается надолго, Марс и Меркурий у нас будут очень долго в 11 доме гороскопа. Заходит Марс, управитель всего вашего гороскопа, главная для вас планета, и это означает, что вы сами будете направлены на то, чтобы много общаться с друзьями, много времени проводить с друзьями, возможно, отстаивать интересы своих друзей, отстаивать интересы какой-то группы людей. Марс в 11 доме гороскопа в целом у нас точно так же подчеркивает вот эту вот важность планирования в этом месяце, важность составления планов, мечтаний каких-то, желание получить подарки, желание исполнить свою мечту в целом. По Марсу могут быть какие-то внезапные выплаты. Тоже Марс может давать какие-то гранты, какие-то финансирование, на которое вы, допустим, не рассчитывали, возврат налогов, может быть, что-нибудь в этом роде. Но Марс может еще давать и нам немножко накаленную обстановку с друзьями. То есть Марс это же у нас все равно планета конфликтов, поэтому в каких-то сообществах, когда вот Марс зайдет, могут быть и недопонимания, недоразумения. Но в целом все равно такие транзиты, что вы впереди всех, вы впереди всей планеты, вы очень много получаете, вы очень много активничаете, вы везде на виду, вы как-то очень хорошо можете продвинуться. Даже я бы рекомендовала делать упор на ведение социальных сетей, если у вас есть социальные сети, если вы ведете. Много общения, много социальных связей, расширение кругов общения, может быть, много знакомых новых у вас в этот период времени появится. В общем, очень такой
Ну, я бы сказала, продуктивный, но не с точки зрения того, что вам нужно много работать, а продуктивный с точки зрения того, что как будто бы подводятся итоги 2025 года, составляется план на 2026 год, и по итогу 2025 года выясняется, что вы большой молодец. Вот так, мои дорогие друзья, такой у нас с вами был прогноз на февраль 2026 года для овнов. Я благодарю вас за поддержку этого канала в виде ваших лайков, комментариев, обратной связи. Но если вы еще не подписаны на этот канал, то, конечно же, приглашаю вас подписываться. И до новых встреч. Пока-пока.